вот растет и... Ну, оно отрастает, но это очень долго ждать. Если бы на второй-третий день приехали, сразу же, после травмы, на второй даже, мы пробиваем бориком, просто чуть-чуть ноготь так, это вся кровь выходит, и ноготь белый. Все. Получается, просто вы с этой гематомой, с запеченной кровью, это и просто ходите. Уже сколько времени. Тут уже второй ноготь растет под низом. Этот не дает. Все хорошо? А? Все хорошо? Да. Не переживайте, это просто все снимаешь, что вам не нужно. Это толщение. Это будет красивый, нормальный ноготь. Вы мне потом покажете, я хочу видеть, или это у вас деформация, или это с этим так случилось. Второй мне снимите, покажете ноготь. Мне кажется, что ногти стали толще. Там тоже? На этом большом пальце тоже, да. Или это какая-то болезнь, или что это? Ну, сейчас я посмотрю. Может, из-за этой деформации, потому что у вас очень, видите, вот сюда, вы когда ходите, у вас этот пальчик сверху наступает постоянно на вот этот, Да, видите, он деформированный. Вам надо, я сейчас сделаю вам такие ортезики, вы будете с ними ходить, и ноготь восстановится, потому что у вас все сюда. И палец, и фаланг, и ноготь, все уже в эту сторону растет. Я могу в кроссовках ходить? Конечно, да. Это как раз для закрытой обуви. Потому что когда открытая обувь, у вас проблемы нет. У вас проблема, когда у вас закрытая обувь. Она у вас все вот так вплотную. Я вам дам капли, покапайте, потому что у вас вот эти пустоты все очень долгое время было. Потому что не исключено, что туда и что-то завелось. Просто для профилактики, окей? Все. Подзакручивалось все. Не болело вас тут в углах? Не, сейчас. А когда ходили? Нет. Он только вот говорил, последний в бассейне был, начал ходить, почувствовал, что чуть болит. Я даже не знал, что вообще существует подолог. А как узнали? Жена сказала. Да, тут все такое, тут надо покапать будет. И даже попшикать.
Сейчас я еще подумаю, что вам как тут дать. Немножко затянули. Если бы вы раньше обратились, то не было, конечно. А это уже новый нос? Да, ну это ваш такой нормальный. Но немножко больной. Видите, тут в кончиках все он такой желтый. Не очень мне нравится. Ну, хорошо, что не весь. Могло бы быть и хуже, если бы еще дольше ходили. Чтобы вы ходили с таким карманом для всех инфекций и бактерий. Эти отслойки, пустота, и у вас все туда себе собиралось, что хотите. И влага задерживалась, и все. Ой, это же сейчас иголка купила. Не переживайте. То есть все эти пазухи позачищать вам. Все эти отслойки. Я услышал, извините, что надо. Все вот эти пазухи, отслойки надо позачищать хорошо. Его можно чуть-чуть раскрутить, поставить сюда коррекционную систему, потому что он очень такой скрученный. Ну, можно и так, в принципе, походить. Всю жизнь ходил, так? Да, да, посмотрим. Но это не только для эстетики, потому что вот этот угол и тут, они такие скрученные, вросшие были. Посмотрите просто сейчас, как он будет новый. Просто я вам говорю, если что, можно будет поставить. Если что-то вас будет беспокоить, болеть в углах, то это можно решить этот вопрос, чтобы оно не болело. Я в любом случае понимаю, что это не один раз я прихожу. Ну, можно будет, да, прийти, чтобы надо почистить все еще. А что еще можно сделать? Что вы еще делаете? Так можно полностью обработать вам все. Вот это все поснимать. Все полностью, не только немного. У вас есть время сейчас или? Сейчас не. Супер. Это отдельно, это чуть больше времени, это другой специалист делает. Уже будет поддерживать все вот это вот. Это мастер по педикюру, типа? Это подолог, да. Который решает проблемы с мозолями, с трещинами, с вросшими ногтями, с деформированными, бородавки, короче, все, что хотите. Не больно? Чуть-чуть. Чуть-чуть неприятно, да? Мгм. Все, я заканчиваю. Остальное можно еще все по ходу. Еще гляньте, а этот палец Давайте. у меня, потому что он толстый. Я не мог даже постричь сам этот палец.